Всем привет! Это Евгений Брян с Новым годом! Это будет необычное видео, так как в этом подкасте вы увидите сразу несколько гостей. Этакое собрание высказываний всех моих гостей со всех подкастов, включая тех, которые выходили еще на старом канале Brain Rock Studio. Поэтому, если тебе будет мало тех подкастов, которые есть на этом канале, переходи на Brain Rock Studio, там есть отдельный плейлист с подкастами. Ну и вам, наверное, интересно, о чем же мы говорили с этими гостями. А говорили мы о кино. И так как у нас новогодние праздники, я подумал, что было бы интересно предоставить какую-то подборку из фильмов от наших рок-н-ролльщиков. Надеюсь, эта подборка скрасит ваши новогодние праздники. Поэтому не будем тянуть кота за гирлянду, а лучше посмотрим хорошие фильмы. Я сериал не смотрю из-за того, что я как сериальный наркоман. Я сажусь, и я потом не могу остановиться. И типа мне жалко время, но я все равно смотрю. Поэтому я говорю, я не буду пробовать это. Даже ни одной серии, чтобы меня потом не унесло. Вот, и мы с тобой говорили про... я такой. Да, про интересный сериал, да, какой-то. Слушайте, на самом деле все зависит от твоих личных вкусов, потому что я понял, что для меня лучший вообще как бы жанр типа фильма, условно говоря, это смесь детектива, фантастики и мистики. Если в этих вот, ну, как бы три пересекаются, это идеальный вариант. Вот. 14:08. Ну, что-то в таком духе. Не обязательно. Ну, да. так, навскидку. Гениальное вот сочетание мистики, детектива, приключений и фантастики, запрещенная в Российской Федерации «Тетрадь смерти». Это, если вы это не смотрели, это гениальный мультик, гениальное аниме. Вот. Все экранизации в фильмах полное днище, но вот как мультик это офигенно. И это вот то, что тебя держит. Вообще детектив, как жанр, он не очевиден. Не знаю, вот один из прикольных примеров тоже вот про песню «Основание». Мы недавно с Платоном, с моим сыном, ему 10 лет, я ему, значит, рассказал предысторию о том, что я написал эту песню под впечатлением от экранизации романа Айзека Азимова «Основание». Вот, я говорю, мне такое произвело впечатление, что вот эта музыка, она вот там заставка начинается, и вот эта музыка вот для этой заставки. Ну, для вот этого интро. Вот, он такой, ему он так заинтересовался, такой, а кто такой Айзек Азимов? Такой раз начал гуглить, короче. И мы пришли домой, он говорит, я хочу посмотреть это. То есть и мы начали с ним смотреть. Да много разных. Ну вот именно жанрово, то есть вот если где-то вот эти три пересекаются, это мне очень нравится такие вещи смотреть. Вот, я люблю фантастику и всякие фильмы типа «Прометей», там, не знаю, там последний там Новый Завет, связанный с «Чужими». Очень чудесно, прекрасно. Ну, вот. Это классика. Да. Ну и, конечно, по Айзеку Азимову вот «Основание» сериал очень великолепный просто. Там мое почтение. Так, накидать немножко, чтобы зажечь сердца сериала «Любовь». Ну, а что там? Во-первых, это, ну, знаешь, когда у тебя есть готовый прописанный лор, история, это не сериал, сделанный на коленке, да? То есть это то, что... Это продуманная история. То есть продуманная история. И я считаю, что она очень хорошо экранизирована. Интересные персонажи, как это сделано. И может быть даже сейчас самое время, когда они это все сделали. Потому что если бы снимали, ну это как с Дюной, знаешь, да? То есть типа сколько Дюну пытались снимать? Очень много пытались, да? Тяжело, да. Тяжело. И вот, а ты смотрел старую Дюну? Конечно, смотрел. А ты знаешь, что в одной из Дюн, на которой выделили огромный бюджет, должны были сниматься Сальватор Дали, да, и прочие известные, как бы разные люди. В старой же Дюне исполнял одну из главных ролей молодой вокалист группы Police. Или помнили, кто это? Да, Я забыл, как его зовут. Стинг. Да, Стинг, как он там выглядит. И много всяких знаменитых артистов. Короче, так это Дюна и не вышло. Потому что я, кстати, с нетерпением жду релиза новой тоже Дюны. Ну, интересно, как они адаптируют, как вот это есть «Безумный Макс» был старый, вот сняли новый «Безумный Макс», как бы... Ну, первая часть мне понравилась, как они это сделали, первая часть новой Дюны мне понравилась. А новая лучше или старая? Новая лучше, потому что там, на мой взгляд, некоторые персонажи показаны с невероятной, как бы, знаешь, они показаны не смешно.
Да, да. Тоже если ты старую Дюну смотришь, и некоторые персонажи, которые должны вызывать ужас и онемение, вызывают смех. И вот даже вот главный вот, один из соперников Харконненов, да, Владимир Харконненов, кстати, очень интересно, да, что он, ну, такое, не хочу никаких параллелей проводить, но он все тоже, поймут, да, да. ну, он же типа тоже там, как будто бы русский, да, Владимир Харконненов, вот. Вот в новой Дюне, вот это вот его, вот моя Дюна, где он поднимается на вот этих вещах, это вот длинное, вот черное, вот это вот, пожалуйста, вставьте это. Вот это, Здесь преподается. это круто. Это Ну да. прям ты вот смотришь, и типа вот эстетика, вот как оно сделано, как оно вот это ощущение, оно передает. Здесь просто видишь, в то время, И возможно, актер. и хотели бы, но не Да. могли в силу Ну, технических а ты знаешь возможностей. даже, что это ж Кубрик снимал. Мгм. Вот, он же, Стэнли когда Кубрик, не был доволен своими произведениями, он писался под другой фамилией. И этот фильм под другой Красавчик. фамилией. Красавчик. Да. То есть начинается самый, он под другой фамилией. Потом, да это я просто... Да, типа, потому что он говорил, типа, никогда не давайте, ну, типа, условно говоря, людям, которые тебе платят деньги, вмешиваться в твой творческий процесс. Много вырезали, много убрали, и он, ну, был не очень, как бы, доволен результатом, и поэтому даже не под своей фамилией все это выкладывал. Ты знаешь, что вот фильмы, которые проходят цензуру, ну там в Америке же тоже есть, вот особенно там это связано с какими-то, знаешь, не ужастиками, а какими-то, ну и ужастиками, и триллерами, и какими-то бандитскими историями, специально вставляют эпизод лютый. Это вот мне нравится Мартин Скорсезе в своем одном фильме, они говорят, мы специально вставили эпизод, где чуваку болгаркой просто отрубает руку. Специально чтобы это был триггером на комиссии. И они типа говорят, ну это жопа, ни в какие ворота не лезут. Они такие, да мы знаем, мы специально это сделали, чтобы вы на те моменты, где там стреляют и ножом режут, по сравнению с вот этим, ножом Понятно. тыкнуть это как бы нормально. И они вырезают, они такие, да, мы исправим. Точно, это же, да, мы это исправим. Такие, молодцы, да, комиссия прошла. Еще знаешь, какой прикол в том, что когда ты тогда смотришь, вот в то время, когда эти фильмы, когда ты маленький еще, уровень примерно видеопроизводства один, Да. и ты не видел вот этих спецэффектов, тебе кажется, я помню этого червя, я такой, нифига себе, да, червь да, из да. песка, ты смотришь эти вещи, тебе кажется, тебе страшно. Да, тебе сейчас это кажется уже... а сейчас это кажется смешно. Поэтому, Согласен. когда ты сейчас смотришь какого-нибудь Рэмбо, я когда включил «Безумного Макса», вот, старого, Второго. Ну, Он тоже там угарно. мне казался это крутой фильм. Я прям смотрел вот так. Ну да. Сейчас он вот просто... Не, вот, ну он тоже крутой. Я недавно его пересматривал. он относительно- тоже крутой, Да. но какие-то моменты я просто... Вот, я так выстегнулся, когда он выходит и такой, типа, я воин дорог. И ты такой... Черт, теперь я не могу, это уже Ну, там... слушай, ну ты знаешь, как... Но фильм, мне кажется, вот, ну, очень, блин, меня Но прям... вот на этих фильмах, вот, которые мы вот сейчас обсуждаем, или вообще, в принципе, там, фильмы, которые сняты там, в 80-х, 90-х, это как книги классика, Да, допустим, да. там, переведенные с древнегреческого перевода, там, 100-летней, 150-летней давности, они требуют новых переводов каждый там, определенный период времени. обновлять. Так и с фильмами. Ремастеринг. Не то, что ремастеринг, а, во-первых, хронометраж. Заметь, хронометраж времени старых фильмов гораздо больше. Хотя там действие гораздо Ну, это меньше. течение времени, Да, понимаешь? и тогда это нормально было. Сейчас уже так не смотрят фильмы. Вот. Тогда, знаешь, были во многих фильмах просто черный экран, и ты титры смотришь несколько минут. Сейчас люди не могут себе этого позволить. Да, Они да. идет действие, начинается фильм, и во время этого идут титры. Потому что, говорят, чуваки, сейчас такое время, черный экран и титры, и 2 минуты я буду смотреть. Давай-ка ты в фильм это вставишь, и давай-ка подрежем, и больше действий. Да, ну так я говорю, что вот каждый... Кстати, я недавно тоже тут начал пересматривать какие-то фильмы даже, ну, условно говоря, нулевых годов, нулевых десятых годов. И есть парочку интересных находок для меня, которые я пропустил тогда. Например, это «Красные фонари». Фильм рекомендую. И фильм еще, по-моему, как «Красный дракон», по-моему, еще называется. Это такой, по-моему, приквел к Ганнибалу Лектору. Очень атмосферно звучит, потому что все записывалось живьем и в одной студии, то есть есть дубли. Есть потрясающий фильм, рекомендую, кто хочет узнать об истории какое-то вообще возникновения, начиная с блюза и там уже переходя в рок-н-ролл, это Cadillac Records.
Это была студия, которую поляк открыл, иммигрант в Америке, и вот он открыл, вытащил Мадди Уотерса, это первого как бы блюзмена, и пошло по накатанной. Там вот начали приклеиваться, вот он начал находить, и вот Чак Берри там типа уже венцом был. Ну, не венцом, а прям вот, который сломал вообще все стереотипы, там художественный фильм, все потрясающе вообще. Я смотрел фильмы, там, если интересно, есть такой фильм «История одного пульта», по-моему, называется, где вот этот самый Foo Fighters, там, ну, барабанщик нирвановский, он выкупил, типа, пульт из студии, в которой они записывали. Да. В ней писались какие-то интересные индивидуумы, да, но они такие попсари, среднего класса попсари, кто записывался. А просто эти пришли и рубанули на том, что возможно гранж. И как бы в результате получился вот на попсовом звуке вот такой вот, понимаешь, да, и получилось как и металл смесь, да, у них, и как бы звук подачи попс. Ну, по сути, да, если взять вот, если Нирвану разложить, если ее взять какую-то обработку и там закинуть какой-нибудь Майли Сайрус или там Джастину Биберу, там уже и убрать эти гитары, убрать его экстрим вокал, взять именно гармонию, взять его именно вокальную партию, они достаточно такие очень мотивные, это песни. Ну и там можно текст подубавить, там сделать его более лояльным, знаешь, но по факту они очень, это такие как битлы, знаешь, такие вот уже именно вот такие они, более тяжелые. Ну, взорвались с этим альбомом, да, и понеслась, остальное уже доделал уже молодежь. Как металлисты сказали, сволочь. Мы так росли в 80-х, но появился Курт Кобейн и все сломал, все убил нас всех просто. Ну да, так и получилось. История с каверами, мы поняли, что вы сразу начали делать. Да, потому что это было проблемой, снимать всем что-то, и чтобы делать это было серьезным, проще было придумать. Ну как придумать, и то мы не придумали, это обыкновенные первые рок-н-ролльные ходы. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Кстати, роллинги, да, Rolling Stones любимые, это они много каверов-то в свое время делали, начинали-то с них они. Ну да, они же очень Мадди Уотерса, они назвались одной из песен Мадди Уотерса, Rolling Stone. Кстати, могу порекомендовать, пока темы не ушли, снимал им режиссер прям целый концерт. Мартин Скорсезе. Я еще офигел, я такой смотрю, такой концерт, прикольно так снято. Потом смотрю, Мартин Скорсезе концерт снял. Концерт. Кому? Роллингом? Да. В каком году? Я не помню, какой год, но я скину эти концерты. Я еще такой смотрю, такая картинка классная. Потом нифига себе. Режиссер. Слушай, это какой-то личный прикол, я считаю. Ну да, они там знакомые, были, но, видимо, вот какая-то движуха была. Это элита, они там все там. Да, но это очень круто, что даже режиссер. Ну ладно, черт с ними, с Rolling Stones. Засасывают сериалы. Ну, то есть ты из тех чуваков, которые такой посмотрел несколько серий, такой, все, отстаньте, я посмотрю потом. Или такой, если сериал... Весь сезон, потом второй вышел, третий, нет озвучки. Я не знаю, английский давай. Ну, зависит от сериала. То есть, допустим, «Дом дракона», который вот недавно вышел, на одном дыхании вообще посмотрел, мне понравилось. Зависит, наверное, от того реально, что именно выходит. Винни не смотрел сериал такой? Нет. Как там именно рассказывалось про историю, как вот это все начиналось, как музыкальные агенты там хантили различные рок-группы того времени, там 60-е, 70-е. Я посмотрю, это интересная тема. Да, и причем они, по-моему, один сезон выпустили, второй что-то не получил финансирование, либо что-то не зашел. Хотя я такой, вот это вообще интересный сериал. Неплохо пошло. Слушай, да, надо посмотреть. Эта тема вообще очень интересная. Слушай, у тебя я видел на стене на Западном фронте без перемен. Да, Фильмец от Netflix вышли. Они экранизировали, да? Получается, это? Ну да, еще одна экранизация. Да, я книгу читал. Ну и вот к теме книг, кто меня поразил в плане реализма, драматизма и то, что тронуло за душу. Очень много, там, лет 10 назад везде что-то прям как-то волна была популярности, там, Эрих Мария, как было модно читать, по-моему, было такое, да, как там Каэли тоже, среди девчонок, модно было читать одно время. Да. Там же где-то ремарк тоже, почему-то как будто откуда-то взялся. И поэтому ты как-то... Тогда я не читал, я думал, что за попса, потом я где-то краем ума осознал, услышал, что это все про войну. Я не вникал.
что за писанина. Знал, что много написано. И взялся почитать. И, блин, так затянуло, что вообще как бы прям круто. С чего начал-то? «Ночь в Лиссабоне». Один из его последних рассказов. Ой, не рассказов, а это роман такой коротенький, но роман. Про окончание уже практически Второй мировой войны. Ну, там герой романа в Португалии собирается уплывать от войны в Штаты. И вспоминает, вот там с кем-то знакомится, начинает общаться перед отплытием и вспоминает всю свою вот эту историю, что там было во время войны, как он там жену потерял. Ну, у него такие прям жесткие, сложные, некоторым тяжеловато читать, потому что это прям такой реализм, но я люблю как раз в плане вкусов, если оценивать. И что касается фильмов, что касается литературы, я предпочитаю реальные фильмы, книги, основанные на реальных событиях. Пусть они будут полухудожественными, но которые раскрывают какие-то вещи, которые происходило, и несут в себе какой-то смысл, из чего можно извлечь урок, как бы... Вот после его книги как раз, да. У тебя немножко голова трогается. Он сильно раскрывает, мне кажется, людям, которые не сильно вникали в проблемы, проблемы вообще мирового устройства, войны, сильно раскрывает глаза, заставляет... Он не то, что раскрывает глаза, он заставляет думать. Думать, прочувствовать. Даже вот эта сцена, я не знаю, ты в итоге посмотрел вот этот Netflix? Нет, еще не посмотрел. Я его на сцену вот специально закинул, чтобы... Этот момент, да, вот, на Западном фронте, эксперимент, где он там француза-то в воронку убивает, и с которым он там сидит, и там очень... документы его читает. Это же вот как раз... такое, что заставляет тебя задуматься, заставляет прочувствовать и понять вообще момент, когда ты думаешь, смысл, и есть ли смысл в этом всем, как это что это такой же человек, как я, а я мог бы быть на его месте, а почему мы вообще здесь оказались, как бы мы же не ходили, и он, не я, наверное, не хотели. Да, я, конечно, тоже смотрел, и когда увидел себя такого, нифига себе, еще это экранизировали. Я смотрел старую экранизацию, по-моему, 30-х годов, может быть. То есть ты как вообще по экранизациям? Тебе нравится то, что потом снимают по книге? Удачно? По Стивену Кингу в основном нет. Там, знаешь, эти лангольеры какие-нибудь, там эти, такие вот зубастики эти были. Хотя, я-то не читал, мне казалось, это нормально. Да нет, по Кингу? Да. По Кингу... Ну, я имею в виду, вот про лангольеров говоришь, я-то его воспринимаю как фильм. Тоже воспримет, типа, нормально. ТВ-3. Там причем еще актеры тоже такого пошиба. Но некоторые фильмы у него... что там, не знаю, «Зеленая миля», далеко ходить не надо, «Побег из Шоушенка». То есть можно писать и снимать всю дорогу что-то там, какие-то ужастики, но вот Кинг себя проявил тоже как... Тут на грани реализма, драматизма с чем-то. Там же особой мистики-то и нету, получается, вот в «Побеге из Шоушенка» и в «Зеленой миле». Ну, просто я к тому, что это бывает такая, я как-то читал книгу «Сицилиец» называется. Там, короче, типа как крестный отец, но типа его предложение, он приезжает там. Марио Пьюзо. Да. Марио Пьюзо, я читал, кстати. И там вот этот Гальяно, и как он там партизанил, и потом как его убивают. И я такой, блин, меня так это тронула книга. Ну, я давно читал, такой, блин, вот это круто, я прям... Нифига себе, действительно я тоже поразило. И потом я наткнулся на экранизацию, типа фильм, я такой, да ладно. А там старый какой-то 85-го что ли года, я вот прям не помню. И там еще в главной роли этот Кристофер Ламберт. Подожди, ты говоришь не про крестного отца, получается. Не про крестного, а именно «Сицилиец». Книга «Сицилиец», но того же автора, который написал. Да. Хорошо. И там экранизация, я думаю, фильм, нифига себе, еще Кристофер Ламберт, у меня еще там детские воспоминания, там Горец, потом Рейден. Я такой, крутой чувак. Я начинаю прям смотреть этот фильм, и такой кал. Просто вот по сравнению с книгой, и даже вот финал, я думаю, хотя бы финал, они его вообще по-другому сняли. Там в книге просто ты читаешь, думаешь, кровь из глаз, думаешь, да как так? А там вот просто ни о чем. И Кристофер Ламберт не помог. Ламберт после «Горца» не особо-то... И поэтому ты думаешь, лучше бы я это не смотрел. Оставили бы книгу, вообще, потому что... экранизации куча неудачных. Мне кажется, вот почему авторы иногда не соглашаются, потому что они говорят, знаю,
Потом вы возьмете Кристофера Ламберта и снимете эту херню, как по сицилийцу. Мне этого не надо, не отдам свою Слушай, книгу. ты меня заинтересовал даже. Фильм тоже так называется? Нет, фильм, по-моему, так же. По-моему, Надо да, тоже, короче, загуглить, надо бы не забыть. найти. Я добавлю ссылочки к этому Посмотреть, подкасту. просто понять. Пусть люди посмотрят, а вначале книгу почитайте. Кстати, да, реально. А перед этим попробуйте подкаст досмотреть до конца. До этого момента, если вы еще не уснули. Ну, вот «Крестный отец» фильм, мне кажется, Да. посильнее книги. Ну, я не знаю, насколько вообще в таком ракурсе можно сравнивать. Это может быть субъективное мнение, может быть, ты бы книгу прочитал, и у тебя воображение бы по-другому сработало. Еще возможная история в том, что у тебя, если у тебя развито, наверное, воображение, ты там, может, рисуешься по-другому. А фильм-то в чем красота и загвоздка-то? Они вот есть мнение автора, у него виден, но он тебе вот так показывает. А то, что ты там нарисовал, ты говоришь, да это не то. Он говорит, ну, это ты там все придумал, дядя. Вот фильм, вот так это все выглядит. Надо будет посмотреть. Да вроде книга так ничего зашла, но просто после фильма она если я не ошибаюсь. Да. Может, я все написал. Надо. И автор, и все. Проверишь? Ну, Есть. есть? Ламберт, он стоит. И сицилиец написано? Да. Сицилиец? Роман? А вот роман. Сицилиан. Сицилиан. Кстати, «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». Ты смотрел это? Да, но я смотрел. Я потом начал читать книгу, она прям вообще как будто один в один. Такое ощущение, как будто я какой-то сценарий писал. Я ожидал что-то, ну, либо туда, либо сюда. Я прям читал, наверное, читаю. Они прям как будто фильм по сценарию сняли, я даже бросил его. Просто есть же, наверное, степень адаптации. Да, как она это максимальная. назвать, что прям вот все взято прям за основу и как бы просто в сценарий вот один в один переработано. Потому что с «Крестным отцом» там совсем другая история, там концовка во многих значительных деталях отличается. И там вообще, по-моему, в книге как будто и часть второй части уже задействована, насколько я помню. А так, как ты спрашивал по поводу... Ответ мой, вот драматизм, реализм, что-то типа, не знаю, ремарка. Фильмы, если брать то, что меня вдохновляет, заставляет думать и написать, например, какой-то текст, дать какую-то идею, это вот такие вещи, явно не комедии, не ужасы, то есть это не совсем то. И фильмы, ну тоже, вот, либо экранизации хорошие, надеюсь, вот на Западном фронте будет хорошая экранизация. Или вот «Побег из Шоушенка», «Зеленая миля» тоже такие. Еще мы еще же не посмотрим эту экранизацию по Netflix. Но есть видосик ВКонтакте, мы, наверное, попробуем ссылку туда ставить. Ну, у тебя, по-моему, она там была. Да. Но я там, по-моему, полностью. Я по старинке предпочитаю тоже. Я такой этот старовер. Много открываю торренты, качаю себе на USB, подключаю к телеку и смотрю. Ну, типа, с файла как-то. Кстати, еще вспомнил, не знаю, вот так, к слову, с Морганом Фрименом. Крутой фильм про ЮАР, про апартеид. «Непокоренный», по-моему, называется. И играл там еще с ним Мэтт Дэймон, по-моему. Мэтт Дэймон играл капитана команды ЮАР. Там была проблема с афроамериканцами и с белыми. Ну, как бы апартеид. Морган Фриман играл Манделу. И фильм прям супер сильный. То есть он очень правильно снят, заставляет, опять же, подумать, почему там этот апартеид случился, почему они вот вообще вот такое у них в ЮАР произошло. Опять же, заставляет подумать о том, кто такой человек, насколько можно быть там подонком и насколько можно быть хорошим, как Мандела, например. Ну, Мандела там возведен в этом фильме как бы прям, ну, он супер-мега крутой, он все сделал для своего народа, но и для ЮАР в целом, чтобы прийти к тому, к чему он в итоге пришел. И все это на фоне там истории про чемпионат, который у них проходил, по-моему, в ЮАР как раз происходил, да. И, по-моему, я уже не помню, но вроде суть в том, что они как бы выиграли. И этим тоже страну как бы объединили. Вроде как так. Все свои книги рассказал, да? Да нет, это можно долго вспоминать и углубляться. Да, согласен. Но прям сейчас начнем, ты знаешь, прям такая картина, которая отложилась, я бы еще ее посмотрел, наверное, разок-другой в своей жизни. Ну, короче, вот все типа «Список Шиндлера», «Пианист», вот из этой серии тоже фильмы, реальные фильмы про реальные. Как был один фильм про известную уважаемую группу, там еще снимался Марк Уолберг с длинными волосами. И там был вокалист, который был нетрадиционной ориентации. И все такие: ты это самое? Он говорит: ну да.
Типа, а вы что, не знали? Так же у тебя песни там, ты пел о девушке. Да кто сказал, что о девушке? Я не уточнял, да? Я типа не уточнял. Типа, вы там все придумали. Как ты к фильму, кстати? Тоже вопрос времени. То есть я мало смотрю фильмов, как я считаю. Этого недостаточно. У меня есть свой блокнот. Там 2000 фильмов. У меня есть книги. И в основном вечерами нужно делать что-то по музыке. Фильмы смотрю, знаешь, когда кушаю. То есть дома. На обеде, там, когда я на обеде кушаю, я в основном читаю книги. Сажусь, читаю. Ну, либо там какие-то посты, еще что-то делаешь такое. Вот. А фильмы мы смотрим, вот когда покушать садимся. Да. Вот я сейчас вот только сегодня, вчера мы досмотрели 11 друзей Оушена. Привет, 2001 год. То есть, ну так себе. Ну, список с фильмами у тебя тяжело идет пока, да? Времени не столько, да? Да. Ну, фильм — это просто основательная история. Ты должен прям, ну, как бы сесть, и одно дело, если там какая-то комедия, где ты, типа, выхватываешь шутки, а есть же там закрученный сюжет. Когда ты включил в середине, и вообще, что происходит? Ты сидишь пол оставшегося фильма, не понимаешь, что происходило. Ну, я люблю такие фильмы. Это вот как раз с перемещением во времени, всякие там треугольники. Есть же фильм, когда ты с самого начала смотришь и все равно не понимаешь, то есть ты даже из середины включишь. Да, вот такие фильмы я люблю. Типа как раз вот «Начало», например, да, там классика тоже. Или что-то еще где-то у чувака пропадала память, и там фильм идет наоборот. То есть с конца в начало, что-то такое. Не тот, который на себе писал. По-моему, тот, да. Вот, кстати, если у тебя что-то случится с головой, ты блокнот на себя напишешь весь, ты такой король и шут такой. Так, и каждый день слушаю первый альбом. Калинов мост, что бы это могло значить? Что происходило? Ты, кстати, смотрел сериал-то, который принес хайпу? Я тут смотрел, не помню, в каком-то паблике написали, что Король и Шут возглавил там по прослушиваниям больше стал, чем Инстасамка. Ну, в моем мире, в идеальном типе, он в принципе должен быть наверху, то есть Инстасамка смешно, но в режиме реального мира ты такой... Это классно, это молодцы, что до сих пор продолжают, да, так сказать, популяризировать именно такую музыку, потому что это дорогого стоит, чтобы не забывали, да и вообще это клево, интересно. Сериал я смотрю, я рад. Конечно, там понятно, что это немножко... Ну ты смотришь, выдумки, да? Вот сейчас какая уже там серия? Я, кстати, не смотрел, была. Я жду, когда полностью все закончится, я одним махом хочу посмотреть. Ждать. Я такой, нет, я подожду. Но такой хайп вокруг, блин, да что ж. Причем все эти обзоры, я там, знаешь, стрим, я смотрю вторую серию, ты такой, нет, только краем глаза посмотрел, я потом ознакомлюсь, все это сразу махом. Поэтому, да, ну, на самом деле, вот, если так сказать, столкнулся тут с таким мнением, что многим не нравится именно из-за того, что будто бы выставляют горшка таким, ну, наркоманом по факту. Но это хороший месседж такой, что наркотики — это нифига не весело. Ну что, да. Типа ты не будешь там наркоманить, писать крутую музыку и станешь популярным. Это так не сработает. То есть это все равно зло, и там это хорошая такая линия идет, что ни в коем случае не надо употреблять это все. И поэтому это тоже хорошо, тоже плюс такой. Не употребляйте наркотики. Ну и плюс, знаешь, есть разные люди, скажем так, одни могут употреблять, но это никак не популяризировать. И об этом никто не знает. Просто об этом люди такой, типа, чего? Он что? Типа, да ладно. А есть люди, не знаю, употребляют или нет, но во всех там клипах, песнях он, да я там курнул, да я там весь на вот этом. То есть там того же Курта Кобейна, его все там, он там наркоман, он там это. Но он как бы никогда в интервью не говорил, блин, чуваки, это круто, я торчу. Он наоборот, ему это не нравится, чувак уже просто попал в эту ловушку и уже, типа, он не может слезть. Но он это не популяризировал, наоборот. И никогда, типа, там в песнях, типа, чуваки, вот это круто. То есть вот этого, наоборот, хорошо, не было. что запретили вы это в песнях это все освещать. Ну и вот к этому сериалу просто кто-то, знаешь, там, типа, должно быть вот все точно так же. А кто-то говорит, блин, ну это как бы
интерпретация. Это как бы, знаешь, как говорят, на реальных событиях есть колоритный, да, персонаж, есть вот тема, и вот там уже мясом накидывают, чтобы это было художественно, красиво. То есть, и как бы это хорошо. Мне кажется, что, типа, люди, когда говорят, ну, что, типа, это неправильно, такого не было, с одной стороны, мне кажется, это тоже, ну, немножко не то, немножко неправильно. Почему? Все равно ты не снимешь точно так же, как человек жил, идеально. Ну и оно-то и не нужно. Зачем? Это не документальный фильм. Произведение. Да, это да. художественно. Где-то нужно приукрасить, где-то наоборот не докрасить, чтобы этот, типа, градус. Но это должно быть, ну, типа, за основу взяться. Но ты, ну, не сделаешь. Что точно говорить, так же. даже если по книгам снимают фильмы, их все равно по-другому делают. Да, и там И те, кто люди- написал книгу, говорят, что это за параша. Да. Вы что тут Ну, потому что наснимали? немножко там другая логика в фильмах работает, я так понимаю. Я, конечно, не знаток, не Мгм. разбираюсь, но если снять фильм прямо по книге, то будет скучно и неинтересно. Поэтому они вот привносят свои экшены, там, то есть они качают зрителя по эмоциональным волнам. Они визуально тебе показывают да. то, что сказать. Просто погружают тебя в эту историю. И, ну, если ты не смотрел, я проспойлерю, там Мгм. хорошо ведут такую параллель между реальным миром и сказочным. То есть они там в двух мирах, типа. И они классно сделали, что показывают какое-то событие в сказочном мире Мгм. и в реальном, и они перекликаются. И это За- вообще, типа, Мне респект. наоборот, вот это я понял, что это так происходит, ну, типа, по спойлеру. Мне прям, ну, типа, наоборот, очень это понравилось. Это прикольно. Мне кажется, даже для них, я думаю, не знаю, но мне кажется, Гашок бы кайфовал. Думаешь, блин, хочется клип, чтобы прям вот как я в голове нарисовал. Но снять ты это не можешь, потому что это, блин, Да, это да. дорого. Ты не можешь всю эту сказку, там, какое-то событие, там, воюют какие-то рыцари, там, не знаю, в средневековом замке или, там, не знаю, Да. там, Это дорого. куда-то во времени, это очень дорого. А, типа, снять на коленке, это дешево получится и, ну, некрасиво. Да. И ты в итоге, может быть, хотел бы снять, но без бюджета ты этого не сделаешь. И если это кто-то сделал, ну пусть это не так, пусть тебя там приукрасили, да, там или Да. по-другому. Мне кажется, это все равно. Да, это художественная история, это ну, не биография. Мне кажется, в этом как раз-то и фишка. А в том, что ты вот сказал, что немного другая логика, это я смотрел недавно как раз про Тарковского, как он снимали на вот этот «Сталкер» на основе Мгм. братьев Стругацких. Там, то есть у них немного там по-другому, они текстом это выражают, а когда снимали, они именно визуально. Картинкой, да. Ну и здесь же тоже такая история. Это вопрос воображения. Ты когда книгу читаешь, у тебя же там свой мир. Да, Ты у каждого все по-своему. Мне вот это представляет. нравится, с одной стороны, что ты когда читаешь, у тебя свой мир. Ты его прям создал вообще, там, ты можешь, у каждого свое воображение, тот там краски, у кого-то там все это в Мгм. синем, кто-то там ночью это все представляет, да, как по описанию. А фильм тебе дают готовую картинку автора. Вот у него такое мнение. Да. Поэтому и это часто не сходится с тем, что там со сценаристами, людьми, которые там типа знал, но это готовая картинка, которую именно уже человек придумал. В этом вся фишка. Не, клево, я однозначно респектую, да, сериал. Я В вообще любом просто, случае. да, ну я рад, что действительно тоже популяризировали. И, типа, не в то время, когда это было, знаешь, на хайпе, когда там, я не знаю, Мгм. вот «Проклятый старый дом», вот это трек на нашествии, да, знаешь, там на MTV, и ты думаешь, ну вот тогда да. Но вот сейчас, когда это уже, знаешь, все подзабыло, потом такой буст, и все такие, знаешь, кто слушает, там, не знаю, инстасамку, типа, ты такие, чё, Король и Шут, чё за группа, прикольная, ты такой, Не, ну, кстати, вот сказать так, я удивлен, что до сих пор на прослушиваниях «Король и Шут» до сериала Мгм. он был все равно на хайпе. да. То есть в ТикТоке вот эта кукла колдуна, она все равно там вертелась, и это клево, что молодежь до сих пор слушает и кайфует, и ну, такие, блин, классно. Скоро про Макон снимут фильм. Лет через 20. Ну, Там- позови меня лет через 20. Да, и я буду сидеть такой, потом писать в комментарии, такой старый. Да вообще на роль Владимира какой-то вообще такой, нет, он не подходит, да не был он таким. Да он не, да ничего он это, вообще, нет, не спал он там с конями, не было такого. Типа вы все перебрали. У вас, кстати, обложка интересная. Мы вот в The Best в плане там чувачок расписной. Расписной, да. На предыдущем подкасте мы с Владимиром Климовым говорили, у него был список, представляешь, чувак вел список
всех групп, которые хочет послушать. Там что-то 1,5, что ли, тысячи групп, и он постепенно их слушал. И мы затронули тему, что был такой фильм у Кристофера Нолана. Как же он назывался? Я сейчас посмотрю даже. Такая тема. Короче, там какой смысл? Чувак все время забывал и делал себе татухи. Просто. И мы начали угорать, что ты просто записываешь название песен. Так и есть трек-лист. Мы сейчас с него будем читать. В общем, мы угорнули, а вы сделали. Сделали, да. Что нам? Долго, что ли? Все, мы замутили еще. Я хотел сделать, чтобы это было такие стикер-паки, где просто с этого чувака отклеиваешь эти татуировки, наклеиваешь там все на чемодан, там еще куда-нибудь. Вот это интересная тема. Не получилось, да. Поэтому мы сделали простой. Так, а если я приеду в Нижний Новгород, и куда мне обратиться, если в душе хочется рока, чтобы кипело, понимаешь? Кипелов? Чтобы в душе Кипелов играл. Ну, я имею в виду не туристический маршрут, там, на Кремль сходить, посмотреть, а какой-то клуб, может быть. Да там есть, конечно, там гоняют, есть. У нас есть, типа, несколько тусовочных улиц, вот по ним пройдись, там, посмотри, что куда. Типа, какая-нибудь Рождественская, там, набережные. Там есть еще всякие клубы, там... Алькатрас, тот же есть клуб «Ненависть». Там... О, хороший клуб. «Ненависть», да? Ты прям приходишь. Я, короче, такой, я думаю, что рядом с «Ненавистью» нужно открыть просто клуб «Страх». Бар «Страх». Страх, ненависть, Лас-Вегас, да? Да, немного. Дальше. Ну вот, ну типа. По Тарковскому и засеять рожью Невский. И подождать, пока зайдет. И культовые балабановские проходки. Вот что я хочу позаимствовать. Мне очень нравятся балабановские проходки. Балабановские проходки? Да. Они в каждом его фильме есть. Там в Кочегаре очень крутая есть проходка. Мне прям очень нравится. Видел фильм «Yesterday»? Ну, очень давно и смутно я смотрел просто. Такая комедийная вот драма. таким я ничего не понимал, для меня это картинки. Там, знаешь, там замут в том, что там очень комичное такое, на самом начале буквально фильма это было. В общем, он оказался в неком параллельном мире, ну, вот что-то там муть где люди не знают о группе Битлз ничего. Да, вот. И он сидит в компании, еще не подозревая, куда он попал, и исполняет композиции «Yesterday». Заканчивает, его девушка такая, типа, а что за песня? Почему я раньше не слышал? Он такой, классная шутка, типа. И там другие подхватывают, типа, что за песня там, да? Ну ты считаешь себя продолжателем? И извини, давай, да. Я думал, и потом он начинает... Нет, он потом, в чем я Oasis-то что вспомнил. И вот он начинает такой гуглить, так, Битлз нету. Роллинг Стоунс такой, фух, блядь, слава богу. Потом такой, Oasis нету. Понял? Вместе с Битлз все исчезли Oasis. Я понял, да. Вот как-то так, да. Страна очень большая, причем ты говоришь Таиланд. Там сервис развит лучше в Турции, там, в Таиланде, чем ты поедешь на Алтай. Сколько ты денег там не надо сервис. Ну, понятно, если ты поедешь дикарем. Хотя хочется сказать удачи, как бы, но если вот куда-то ехать, мне кажется, и лететь, это очень дорогая поездочка станет в такие места. Но если ты, конечно, не оттуда, если ты не знаешь этого, там, ходов каких-то, но если ты такой путешественник, подвезите меня. Не просто, как был чувак, может, посмотрел сериал, которого забрасывают в пустыню, дают ему компас и нож. И он говорит, я пробуду здесь 3 дня, буду пить свою мочу, потому что в пустыне. Как? Бер Гриллс. Ну, наверное, Билл Гир. Еще раз. Discovery, Бер Гриллс. Discovery. Вот, да, забрасывают чувака, но у тебя же нет такого опыта. Опять это каверы, да, вот это диск, каверы там. Опять в эту сторону, опять провокационные, да? Потому что если меня куда-то в Сибирь забросят, с рысью бороться, я как бы не знаю. Я единственное, что вспомню, там смотреть на дерево, где там смола, где север, и что мне это даст. Нужно идти на север. Окей. Смола ничего не даст. Смола на дереве. Мох. Есть мох, как олень. Я думаю, да. Чувак бы мне пригодился сознанием, где найти там север, как разжечь огонь. Ну, не знаю, мне кажется, мы очень сильно привыкли к благам большого города. То есть прыгнул на метро, тут все на телефоне, тут Apple Pay пропал у людей. Что я буду делать? А карту это же прикладывать это очень сложно. А наличку еще сложнее, а тут тебя в лес забрасывают, и давай.
У нас в кино музыка на 20-м месте, как правило. Да. При этом во всех этих школах киношных, режиссерских, когда их учат, им говорят, что успех фильма, там, не знаю, музыка половина может. Это очень значимый фактор. Да, настроение создает очень А сильно. по факту, если смотреть, как тратятся деньги, музыка на 20-м месте. Есть топ, у нас там, не знаю, 100 фильмов в год снимают, допустим, приличных. Из них с хорошим бюджетом, ну, штук 20. И, условно говоря, на этих проектах как бы и так будет композитор какой-то приличный, и там плюс-минус все будет хорошо. Вот. А на всех остальных они все киношники живут в ограниченных бюджетах. У них сначала задача вообще снять, заплатить актерам, потому что без топовых актеров как бы сложно на успех рассчитывать. И дальше им потом пост, потом продакшн финальный. И музыка часто возникает, она вообще без хозяина бывает, эта сфера в рамках кинопроизводства. Либо команда решает, что там им нужно. И часто бывает так, что там кто в лес, кто по дрова, что вкусовщина. Вот. И одна из типичных историй выглядит следующим образом, что проект ограничен в бюджетах, им важно снять, важно смонтировать и прочее, и на финале уже не только решают вопрос с музыкой как-то. Да. Вот. И в этот момент часто бывает следующая ситуация, что человека ответственного за музыку нету, а режиссер говорит, режиссер монтажа, положи пока временно что-нибудь, чтобы решить сцену. Им же надо работать в процессе, да? Вот просто что-то точно нужна музыка, давай что-нибудь там положи. Пока нету, что-нибудь. Пускай будет так пока. Да. Дальше, значит, это, допустим, если... И это приличные компании с этим делом. Это не какие-то шаромыжники. Дальше, например, наступает время, что надо сдать фильм, и он уходит в прокат. И эта тема приходит там в юридический отдел, который начинает проверять там чистоту и готовность. Так, музыка, это кто у нас тут? И выясняется, что у них условно какой-нибудь Radiohead там прекрасно лег. Надо права выкупать, да. И, значит, эти люди с бешеными глазами выбегают в рынок и добегают, в том числе до таких людей, как и я, там, и говорят, у нас осталось $500. У вас есть Radiohead помогите отечественный? очистить права. Нет, сначала так, помогите очистить права на Radiohead. Сейчас, наверное, уже не буду так бегать в силу политической истории, но как бы, да. И ты, когда им говоришь, что, слушайте, там как бы мейджоры за $500 на письма не отвечают. И будь у вас $50 000 за месяц, невозможно заключить контракт с мейджором. Просто невозможно. Потому что есть их циклы юридические, которые как бы невозможно ускорить. Или это, если бы у вас еще был инди-артист, еще как-то. Но если это мейджорский артист, караул, да, может быть, просто по срокам. Все. Те, значит, грустят, уходят какое-то время, потом возвращаются как раз вот с этим сценарием. Говорят, слушай, наши молодые, талантливые, где? А предложите, кто похож. И в этот момент, что бы ты им ни показал, это конкурирует с Radiohead, который 50 раз все уже посмотрели. Нормально, да. И он прекрасно туда лег, конечно же, да. И, соответственно, что бы ты ни принес, она конкурирует с фирменным Radiohead, который 50 раз посмотрели. Те, значит, грустят какое-то время. И потом следующий цикл, они говорят, ладно, значит, тут бывает как бы пара вариантов, что они говорят, хорошо, а давайте нам какой-нибудь композитор, как бы, хорошо, мы поняли, у нас уже не $500, у нас есть $1000. Напишите нам что-нибудь вот для этой сцены, чтобы очень похоже было. Так, чтобы нас еще за жопу не взяли по авторским правам, да, как бы. И находятся умельцы, которые иногда что-то такое делают, как бы, и вот так вот они закрывают вопрос. А если не находятся, или кто-то понимает, что как бы маловероятно, что в эти сроки там кто-то вообще что-то напишет, это еще согласовать, утвердить, то есть это итерации, бывает просто уже тупо нету времени. И вот в момент, когда у них земля под ногами горит и есть риск сорвать вообще проект, и кто-то бьет кулаком по столу, там какой-нибудь главный уже совсем продюсер говорит, что охренели, что ли, ну-ка идите на стоки и купите, чтобы пришить мне уже сцену эту просто, да, потому что нельзя сорвать весь большой проект, когда у вас вот такой момент держит. И они, конечно, бегут и покупают что-нибудь на стоках, просто чтобы решить сцену. И поэтому, ребят, когда вы видите иногда в кино музыку, и вам кажется, что вы ее слышали, скорее всего, вы ее услышали на ютубчике. На каких-нибудь дрончике пролетели, новостроечки вам показали, или какие-нибудь... Фанатеки надергали, короче, они в ютубе. В ютубе, на стоках и прочее, да, вот как бы это не редкий случай такой, да.
Потому что взаимодействовать с артистами это еще то удовольствие, как бы скорость, адекватность и прочее. Да. И часто им реально удобнее со стоками работать. Потому что ты как бы быстренько все понятно, что нашел тебе, сцену решил, все, как бы вопрос закрыт, ты как бы не сорвал большое дело. Вот они такой выход ищут. И какая-то часть этих запросов приходит к лейблам, тем же, к экспертам индустрии, когда они говорят, мы можем искать вот такую-то музыку, там, есть ли у вас что-то вот на эту тему. И если есть, иногда что-то как-то срастается. И эта вся конструкция принципиально отличается от Голливуда. Там у нас много что отличается оттуда. Вот сейчас объясню. Да, много что отличается, но сейчас вам будет понятно. Значит, у нас часто ситуация бывает такая, что вроде даже и музыку взяли, а потом говорят, знаете, не легла на монтаж. Нам казалось, легла должна, а как бы на монтаже нет, что-то не подошло. Голливудские ребята умудряются, когда запросы приходили в Россию, обычно на что-то, что со славянской спецификой, или восточноевропейской, или советским периодом связано. Ну, явно, что в Америке не найдешь. И их запрос достаточно детализированный. Он приходит, они еще снимать не начали. Да. У них на уровне сценария есть музыкальная концепция и есть музыкальные решения, под которые они ищут материал. И приходит бриф, говорит, нам нужна такая музыка, вот такой вокал, вот такое настроение, вот какие-то параметры. Покажите, что у вас есть, если что-то этому соответствует. И туда можно показать. Они это, если примут, они это купят, лицензируют заранее, еще съемок нету. И дальше невозможна ситуация, чтобы на монтаже кто-то сказал, ой, не подошла. Как не подошла? Я режиссер, мы сделали, у нас музыкальная концепция, это подходит в рамках концепции. Будь добр, сделай так, чтобы подошла на монтаже. Вы тут права чистили, денег заплатили. Если совсем не... Они могут как бы позволить себе и не использовать, купить и не использовать. Понятно, что там другой уровень бюджета. Но это сам подход того, что есть решение, которое до съемок. Ну да, они заморачиваются до. Это вопрос отношения к музыке. Не как что-то мы потом накинем что-нибудь фончиком потом. Да. Но хочется верить, что вот такие истории, где они бегают наши с горящими глазами, они в итоге их научат более серьезнее относиться к музыке и подбирать ее действительно уже заранее об этом. А как они научатся? Дело в том, что они все равно в режиме ограниченных бюджетов. И индустрия так устроена, что часто она как бы окупается в момент получения финансирования, а не в момент проката. И, в общем, непросто. Но все равно там в чем принципиальная разница от самостоятельного выпуска и когда все-таки есть лейбл, да? Лейбл имеет больше шансов разговаривать правильно и вообще иметь контакты. За счет того, что, например, что у меня большой массив музыки, со мной как бы перспективнее разговаривать, чем с отдельным артистом, который говорит, у меня 10 треков. Если он только не очень в контексте чего-то там, что, в истории, да, там, но часто режиссеры не знают, что хотят. Да. Часто у них есть какие-то стереотипы, и они просто реагируют на масс-культуру, вот там где-то на радио услышали, мне это нравится. Давайте там лицензируем условно какого-то поп-артиста, потому что точно не промахнемся, он же уже популярный. Ну да, мы переплатим там, допустим, хрен с ним, если возможность есть. Вот, как бы невозможно, к сожалению, автоматизировать этот процесс, чтобы вот там где-то был материал и там соединить его с киноиндустрией. Там все равно слишком много человеческого такого взаимодействия. И кто-то его должен делать. А с артистами это делать очень трудоемко, потому что ему нужен большой выбор. А у отдельного артиста нету большого выбора. Кстати, твои ребята, которые выпускают инструментальные версии песенного материала, очень правильно делают. Да. Потому что часто киношникам бывает, если им понравилась песня, и они как-то нашли, они потом следующим вопросом выкатывают, а сделайте нам инструментальную, дайте нам инструментальную версию, потому что мы хотим, чтобы эта тема еще где-то была. Не только вот песня, допустим, у нас на титры, зашибись, но мы хотим, у нас есть еще три сцены, где у нас должны быть вот эти какие-то кусочки, да, там присутствовать. А вырезать неудобно, потому что поверх вокал лежит. Да и самим музыкантам нужно потом бегать, поднимать вот эту историю, кто им сводил, что делал. С непонятным результатом. Да. Поэтому, если в вашем процессе производства вы сразу заложите, что вы как минимум оставляете минуса, как максимум делаете инструментальные версии, например, мелодическим инструментом заменяете вокал,
И у вас появляется инструментальная версия. Вы очень как бы разумно в копилочку своего ресурса делаете хороший вклад. Ну, здесь, да, банально может подойти по настроению музыка, но там слова как-то будут резонировать с тем, что мы видим на экране, и не подойдет. А с музычкой такого нету. Настроение и все. Ну что, кино – дело хорошее. Кино и музычка вдвойне хорошо. Балабанова помню. Этот сборник прекрасен как и в фильме «Брат», так и отдельно. То есть, на мой вкус, это прям вообще неразделимое. И группы все, вот в тот момент, они прям... Это такой контекстный сборник был. Да. До сих пор помню. Так, ну... Есть ли какие-то коллективы, может быть, на которые хотелось бы обратить внимание или подсказать людям, вот, которые Слушайте, скоро выйдут? Очень много артистов в поле зрения, как бы сложно выделять, поэтому я не берусь вот прям так рекомендовать кому-то что-то. И меня больше инструментальная музыка увлекает. Меня там ambient сейчас увлекает, да, такой, вообще не популярная тема. Но там все понятно, как искать, и те, кто интересуется, и сами прекрасно сориентируются. Прекрасно. Вот. А так я просто призываю помогать друг другу вот, в рамках ваших жанровых ориентиров. И эта взаимопомощь будет вас питать энергией, какие-то шансы дополнительные давать. Вот. Если у вас есть какие-то идеи по сборникам, например, там, вы можете мне тоже написать, вдруг что-то там прикольное найдется. Да? Вот, можно. Сейчас время плейлистов, поэтому делать сборники это в каком-то смысле анахронизм такой. Но я объяснил, почему. Да, это как бы фиксация момента. Вот он так в этом году вот такая фиксация, в этом другая, там как бы это любопытно. Это останется в истории, я надеюсь. Да, вполне. В отличие от плейлиста, который как бы завтра изменится, послезавтра еще изменится и как бы уйдет. Что, ребята, сказать? Надо общаться, взаимодействовать друг с другом. Вместе мы сила. Давайте на энтузиазме двигаться. Каждый кто-то что-то делает, кто-то снимает, кто-то продюсирует, кто-то создает сборники, кто-то пишет. Если все это будет бурлить в одном котле, я думаю, из этого получится очень хороший, вкусный музыкальный супчик. Он должен получиться.